Так, Ну начинается да. игра, ролятся пики, ролл выигрывает Корея. Так, ну чё банить будет Германия? Ну, Наверное, пешка на альтернейты уверенности, какие-то. first pick хватает. Германия, наверное, забанит на мод 3 или R8. Фримод 3 и Hidden 3, наверное, тоже. А Как подожди, ты нет. думаешь, R8 они будут вообще играть? Нет, я думаю, не будут. Поэтому Германия забанит. Но мод 5 же теперь R8, да? Без Hidden. Да, R8 No Mod 5 и FreeMod Фримод 3. 3. Да, вот это, я думаю, Германия забанит. Ну да, им реально нужно забанить фримодик какой-то. Я не знаю, какой у них хуже получается. Смотри, что банят. Четвертый вообще банят. Ну, третий, видимо, готовы с хардроками выйти вчетвером. Ну и один с Там Hidden. очень сложно. Даже если вы все вываливаетесь с хардроками, там мега ёбнутая карта. Слип, Так, Корея да, банит DT3. ты прав. Не знаю, но мод 2 еще нормально, но мод 1 нормальные карты. Так, DT3, FM2 бан. DT3... Ну, они забанили единственные карты с бёрстами. Где есть бёрсты. Второй DT просто лонги. 230 с хуем. 231, там что-то такое. А на первом? А на первом джампы. Достаточно неудобные. Ну, такой ТВ-сайз в 2 раза длиннее, знаешь? Ну, понятно, короче. Они самые хай БПМ. Они Тему забанили забанили. самую хай БПМ тему. Здрасте, здрасте. Здрасте, Паневич. Нам 5 сойдет. Смотри, забанили R8. Ну да, предсказуемо довольно. Не знаю. Я Ну, это удивлен, ж что они, Германия, наверное. что они готовы принимать все карты на Хидане. Хиданы очень ублюдский в этом пуле, если что. Ну, в Хидане нету лоу эра, и то, что они вот не любят играть как раз. Ну, в целом, баны адекватные от обеих команд. Такурава, привет. Есть Тут уже сетка? люди разбираются, что банить. Можете в чате кто-то скинет, мне просто сворачиваться неудобно. А так, OSO World Cup сайт. Заходишь туда, OWC 2022 набираешь, сетку ищешь. Вон в чате скинули. Это винер финал. Ебать, они с Hidden 3 начали. Hidden 3 еще никто не играл. Hidden 3 банили, кстати. Тут альтернейт, да? Или что тут? Не, тут лоу тут 170. альтернейт. 170 рваные. Ну, сейчас посмотрим. Блять, они Кокоро выставили на эту залупу. О, нет, блять. Сейчас будет, походу, Я за Корею. Нет, Кокоро не надо. Кокоро надо на третий. Но модик, все, в пизду остальное выпускать. Ну, видимо, он готов. Он готов разъебать на этой карте. Бля, я так боюсь за него. Но если Кокоро соберется и не на Б сыграет это, то он, я не знаю, бог игры. Он справится. Он справится, я болею за Кокоро. Пора выходить. 1500. Вот. Пора выходить, ебать этих раков. Наберет больше 500 или нет? Больше 500 не он? Нет, конечно, ты чё? Хоть бы 400 набрал. Если наберет 400, я буду счастлив. Ну хорошо. Просто проблема в том, что он 400 не наберет, скорее всего. Не, я думаю, 400 он точно наберет. Между 400 и 600 у него будет. 400-500 где-то. Вот так. Yeah, this is a very good, I think, first pick to start. Нет, 400-500 они выиграют. Both these teams played the Hidden 3 last week. Ну, я думаю, Шарк обосрется. Но обосрется ли он сильнее, чем Кокоро, это как бы вопрос остается загадкой. Вайткет не попал первые 3 ноты, но это не критично. Началось! Кокоро, еби их нахуй! Не... Шарк обосрался, Кинамов весь в мясах. Так, Ебать. 2 на 4 пока, Кокоро разваливает. Ну не, ой, блядь! Сука! Не смог в крутой поворот пройти.
a decently long, pretty consistently difficult flow aim hidden. Так. It does bear some similarities. Ну, пока ничего не началось. Тут середина просто пиздец. Вайткет мисснул. Тут середина просто пиздец. Фалон сыграл, очень неудобно играть. Ну, KGK. Кто такой пылесос? Это Каркер, блядь. Ты что, мем не выучил заранее перед матчем? Готовиться надо было. А чё у Шарка с аккурасью, кстати? Лежит. Это нормально? Какаро ебет, в отличие от него. Ебих! Вайкет мешает. Каркер мисснул. Пылесос мисснул. Блять, вся игра. Ой, бляха-муха. Ворстун ты докаркал, ёб твою мать. Ничего, сейчас хардпарт будет. Все комбы слиты слева. Акинама идет с кучей комбы. Шарк без хакураси, но с комбой. Понос на Акинама заряжаем. Срочно! О, подристался, лох. Остался Шарк, который может закерить. Надо у него тоже помочь. Алло, Шарк, хватит. Судя по его аке, он еще должен леснуть. Ну, да, сейчас будет вот это место уебищное. Ебать на сотки. Крутят, скотина. Шарк, алло, уймись. Все, хорошо. Вперед. А маме Какаро, попади хоть в одну ноту, блядь! Ты там про 400 тысяч говорил, хоть бы кто-то из них 400 тысяч набрал. Но пешка все сфейлил, блядь. Да, хватает комбо, там справа нет вообще ничего. А тут ворстхаре наваливает. Блядь, не каркай. Ебать, загогулина. Какая же гнилая карта. Выглядит весело. Весело вообще. С хиденом полное очко. С хиденом полное очко. 99 у борсхарплеера. In South Korea, they're not in the clear yet. They only have about 50,000 score to their name in favor of them. But Shark finding a break there is going to give them just a little bit more coming into the last. Ну, ты говорил там про 400 что-то. Но пешка фейле. Ебать, борсхарплеер хорош. Один мисс у него, да, походу? Да, один мисс или что-то такое. Какой же красавец. Вот это мужчина играет. Кстати, у Германии вообще слабый перформанс. Германия сосет. 400к никто не набрал. А не, ладно, набрали. Конечно, я за Корею болею. За Маме Какаро. Маме вообще худший скор в лобби. Ну похуй, зато выиграли. Чей пик был Кореи? Так, походу будет ДТ, Райзинг зашел в лобби. Да, да, они вообще могут попикать ноумод 1, но мне кажется, Хиден 1 в Германии. Я думаю, И отъебашить их, не? Я думаю, ДТ. Ну, Райзинг зачем зашел? Райзинг только ДТ играет. По одному моду. Ебать. Даже подходит под него. Не знаю, странно. В Кархера страшно пикать. Я бы с ДТ начал, там неприятная R хотя бы. Блять, только Мамию Какаро берите, вот этих вот бери, все, вот этих выпускайте, и пиздец Германии. Да, Мамия Какаро не стримит же, Алигриссимо вышел, чё, Мамию, выход? Не надо, пожалуйста. Да, Дин, нихуя не идеальный пик. Нихуя не идеальный пик. Я бы на месте этой команды пикал вообще ХД1. На месте Германии.
Если не хотят расстрелять следующую карту, еще одну. Слева никто не сыграет ХД1. Worst hair player, я думаю, сыграет. И Карчер. Да, пососут они. Пососут. Там джампосы на все ебало, да? Там очень сложный джамп. Намного сложнее, чем на мод 1. Но у них что-то вайткэт не попадает, даже вот судя по первой карте. Но если вайт-серет не попадает, то... Забей, когда вайт-серет не попадает, это значит, что можно катку закрывать. Нет, это значит, что можно взять стримы, чтобы он разогрелся, и потом он может быть начнет. Ну, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Так, стартует вторую карту. Зейсон вышел вместо Алегриссима. Зейсон нормально такой играет, но не на ФК почему-то никогда, но нормально играет. На самом деле, больше отдаю предпочтение Германии на этой карте. Ну, Германия... Но забей, если там 0 ФК будет справа, а Кархер это закроет, то... У них, кстати, Криллера на ней нет. Почему? Криллер не жмет, что ли, такое? Я не знаю. Я вот этого не понимаю. Вот без Криллера тогда, ладно, я уже потерял на этой карте. С Криллером бы еще поверил, но... Может, у Смарти хорошо идет. Пришел на матч? Криллер на матч пришел? Ну, должен был. Его на первой карте не было. У них что, Криллера А нет? чё, стоп, на первой карте реально Криллер должен был играть. But it's something to bear in mind that South Korea can play these maps. They have Karcher, they have Проебали, Stason, потому что не they have пришел. Korea. Был на первый Криллер, говорят. So this Был? could be a map that is Но much я его more не видел как competitive будто. than one Я might его think тоже как будто не immediately видел, at реально. first glance at face Был? Well, looking for South почему в это не Korea играет? to prove that to us once we get to the really difficult section of this map here. I think this is the type of nomad too, Ну все, where спасибо, ребят, в if чате. you're a fairly competent stream player, you should be able to make it through almost the first 1,000 combo of this map pretty comfortably, and we're seeing a lot of that from everyone in here. It's just worst HR player to find a little bit of a slider break. Спасибо, Виктор Череп, за информацию. Kind of forgive that just because of the style of this map. It's 100% possible, Да, even to Виктор be Череп comfortable on появился this в map. чате. and Да, still да, find да. breaks somewhere here. It's getting done a good job of recovering and looking at high accuracies really Так, тем across the временем 4 board ФК here. справа, South 4 Korea слева. sitting just a Ну, little bit lower 3,5. than Ну, сейчас Germany начнется on this карта, one. как We've бы. got Smarty and Whitecat way up there alongside Rising. Okinambo А она вся finally примерно pushing above такая. 99% to give them the full team. Ну там of нервишки у всех 99. шалить начинают. Karcher will drop the double S into this next section here. Может быть, не Breach gonna хватит fall below стамины 99 еще. as well. But all Да, that matters is that хватит, we're seeing хватит. our player finds the Заканчивается. recovery from that very Ну, кстати, early тем break, and now временем we're у getting a Карчера start to get Ака, into ему the вообще really похуй на difficult этот section БП. of the map right here. This is У where the Вайткэта тоже stamina is такая going to же. count. This У is where the Райзинга finger тоже такая control же. comes into play. И You у gotta be Смарти able to такая. transition Нихуя between справа these крыса. constant streams and sliders Да, back and справа forth. пиздец, Plus sliders если as честно. well. Possible Да. to find some breaks on those. Ебать, Everyone они looking пикнули. so comfortable on this type of thing. Worst That's hair first player HR мисснул. player to Смарти break мисснул. again. Смарти Alongside Smarty, разменялся, though. да. Ну, Смарти больше скоро, anyway. Note before that spinner, you hate to see it. Maybe it's a little under tap, hard to say. But that leaves things a little more even. Ебать, сильный перформанс относительно предыдущих матчей. Germany is going to have that На этой карте. 90,000 K А чё, lead or они so. сосали? Versus Да, Charger сосали. trying to break, but it's traded once again. Даже крюк не смог. So it is still a Да там 3-3. вообще You было still лежамба can полная, see это всех. Any one break shifting the outcome pretty Понятно. quickly. And with this being 4.5 minutes long, И от США в том числе, кстати, по-моему, если они играли. called into question than you normally would. Most Nomad 2s do not. Вайткэт миссит, Пересия миссит, Акинама миссит, Райзинг миссит. Ой, блядь. Ебать. Пересия, правда, всё нависал, но похуй. Пока держит комбо 2 человека. Ебать, самцы играют, 1/100! Пылесос! Пылесос просто разъебал. Зейсон... Ой, блядь, другаляк, что ж ты? Ой, клавиши не нажимает. да испугался, походу. Пока он проебал сейчас. Ну ладно, не страшно. 600 тысяч набрал, молодец. No, this isn't how you're supposed to play Набрал the game, 700, Karcher. опустился до Please. 600 после стрима. This map is Ну, so much Карчер more что-то difficult вообще than не it reads почувствовал. on.
Ну, пылесос на ультраскилле. Для него это как нехуй делать, видимо. BPMs like this is such a difficult skill set. Смарти очень обидно миснул перед брейком. Да. So exactly what we're watching right now from Karcher is just the epitome of being comfortable on a singular style of map right now. And unfortunately for Germany, it's gonna come at the expense of a few mistakes, and now capitalizing on them. Кархер со своей одной соткой заслужил. Или сколько у него здесь? А там без мяса такая же. Ебануться. Все по 600к в Германии набрали, кстати, а тут слева... Лямчик 2600 на 400. Да, Варсхайплееру не повезло просто, я думаю. Смарти не хватило, кстати. Не хватило бы Смарти, если бы он не миснул. За Корею болеем, за Корею болеем. По сравнению со вчера, тут вообще лютый разъеб. И там, и там. Очень сильная игра. And you can see just nobody from Germany able to match. They had 4 scorers all within 25,000 points of each other. Remarkable team consistency. But South Korea had 2 scores that were higher than any of them. Hidden 3. Первой карты корейцы выиграли. Это финал винеров. Only worst HR player really a little bit behind. Здорово, здорово. But just the team score from Germany, unfortunately, not good enough to match those top scores from South Korea, which is what they've been kind of relying on this entire tournament. Right? They've had, it feels like at every turn. Сейчас сделаю follon погромче. Что-то около 10к бы не хватило как раз. And it served them well. To the tune now of winners final 2-0 breakpoint to start off the match in this best of 13, and now their own pick to come to try to consolidate it. Well, if you are South Korea, getting this early breakpoint is extremely big on a mechanic-styled pick, because, you know, now not only do you have this extra breakpoint advantage, пик от Кореи тем временем, что они будут брать, есть фримод 3 как вариант, есть что еще, но мод 3, ну нормально, кстати. Красавцы, красавцы, все правильно делают. Против Германии хороший пик. Интересно, как они Hidden 2 играют. Правда, они будут выпускать сейчас того самого. Ой, ёб твою мать! Боже, помоги! Что-то мне кажется, что зря, наверное, все-таки это взяли. А нет, смотри, не вышел. Видимо, уже не тянет такой маппол, поэтому не выпустил. For this style of map here, we've seen some players get, you know, reverse chokes on this. We've seen some players get actual chokes on this. I don't know if we've seen Криллер вернулся в лобби. Combo all the way Тогда справа тоже страшный состав на эту карту. And kind of interested to see if this is the match where you finally see it happen. Не знаю, левые пострашнее выглядят. Да я не знаю, как Хинама такое играет. Я думаю, не очень. I really think the sky's the limit, because players have shown that Малишевский фикашнул это или не смог? Не смог. Difficult of a Nomad 3 this is. Но он много камбы набрал, ну, то ли 700, но первый третий миснул один раз, и все. К сути, не смогла вкашнуть. К сути, вроде примерно такой же скор был, как у него. Чуть-чуть похуже. But again, you know, South Korea leaning into that sort of gimmick skill set, you know, fewer mechanics picks for them, more maps. Пишут 670 у Малишевского, 470 у Ксути. But again, it's Karcher worst HR player. Я смотрел МПшку, кстати, прям пыталась закрывать Малишевского, но, по-моему, так и не смогла. Ну да, не смогла. Но она очень хорошо играла. Даже Хардрок 2 они оба ебанули почти на ФК, но даже там не хватило ей. Ну да, там пофига не хватило. Очень грустно. Тем временем все пока держат комбо. Just past the quarter waypoint in this map when it really starts to get difficult into that first key eye, and it's kind of big because the first super hard section of this map comes pretty close to right before, you know, kind of that
third point or halfway. Сука. And that's А можно игру really посмотреть? a section where we can see some complete meltdowns from players here. Принесите $5, if you're not чтобы comfortable with the посмотреть. patterning. You've got the first few space patterns, and now Okinawa. and it's going to be worst HR player in Okinawa to trade out the first one as well as Shark Karcher is going to find a break. It's going to be Kriller and Whitecat to hold. And we know how Да, dangerous страшно. it could be. Whitecat это подзакрыть может. It's down to 1 FC to 1 already. Yeah, А вот these кнопку PIs ЖК hit you like сможет a или truck. интересно или The нет? difficulty of these patterns cannot be understated. There are some that look simple and are harder than they look. There are some that look hard and are as hard as they look. And you can see them catching a lot of players out here. 6 FCs dropped. No KJK versus Whitecat. The lone FCs remaining. Whitecat in a small accuracy advantage. Germany just the tiniest of score leads through that first PI section. О. White срет мисни, понос! Going into the slow part, halfway through, it is only about a 50,000 point lead for Germany. Nothing to Ой, ебать его затрясло. Понос на White срета! But they can start to eke out just a little bit of a lead here. Just a tiny little bit of advantage as worst HR player is the next to break. Все, походу, все. There goes no KJK one more time Whitecat alongside затащил. worst HR player on that section before the slowdown Че по here. комбе? Осталось у Карчера 500, у всех 0. Да, да, да. Потом Выиграли. снова у всех 500. Команда White срета выигрывает, к сожалению, эту карту. Мне грустно. Ну, не в сухую же Корею побеждать, так неинтересно было бы. Being matched by Shark, Whitecat 1200 combo, Okinawa pushing up as well as Kriller 500 on both of them. Охуенная This паста. is looking to be very likely to be Germany's point here. Kriller's gonna break on that really quick space stream after, as well as Shark. Nope, KJK trades out one of those breaks. Whitecat в итоге миснул в конце. Кстати, его пиздец трясет. Karcher's gonna be able to bring this one back to South Korea here if he really wants to. It's going to be a tough task for him, though, because Okinawa is holding a 680 combo on the side of Germany. That is only about 150 combo. И Карчер дослил свою комбо, все, точно не хватит уже никак. And now this break point might have just solidified itself. Okinawa continuing to hold on. A 200,000 point lead for Germany. Doesn't look like there's going to be enough time for South Korea to do much about that. Okinawa doing what Ristel and what... Пиздец, карта, конечно, сложная очень. В конце паттерн смотри. На последних секундах. Да, я видел, я помню еще. В шоукейсе помню еще. Бросовор. Малежевский попал. Иксом же. А сейчас, я думаю, тут попадут люди тоже. Ну да, если компу не держишь, наверное, попадешь. Вот, Whitecat попал, Shark попал. Обосраться. Да, одна из самых сложных карт в пуле, точно. Ну, это точно сложнее, чем на мод 2. And this one looks a lot like the previous map, where, again, Germany just had a couple of scorers that were better than anybody's on South Korea. And that helped them to that lead. Так-то It's 2-1. неплохо сыграли. It's Germany's pick. They can tie it up. But now they're going to be thinking about it a little bit more. Ну, так-то Польша бы вот выиграла Корею на этой карте, например. И даже, наверное... Наверное, Германия, надо посчитать. Я хотел сказать, и Канада, наверное, бы выиграла. Что-то плохо Корея сыграла в этой карте. We mentioned before, where does losing Nomad to throw Germany off just slightly? You know, this is a German roster I don't think is going to be heavily affected by their loss of a Nomad 2 styled pick, especially because they know just how strong South Korea is on a late stage pool. Хватает скилла. А USA играли ее? You have to wonder if it will Не помню. Они, наверное, забанили ее против БДЛ. Скорее всего. А, не банили. Не банили. А может... Они вообще другое банили, насколько я помню. Do they look towards something more styled towards Koei? Unfortunately, not much left in the pool in the ways of that. Do they maybe open up Hard Rock here? Второй не помню, мне кажется, что другое банили. Но не номер 30 как будто оставляли. О, вот эти они не играли номер 3, а Канада бы проиграла всем командам на ней, Польша бы выиграла все команды на ней.
I don't believe it was played in United States versus Romania either. I could be mistaken about that, but У Малижевского лучший скор на карте. Ну, логично, кстати. ДТшка на АИМ, но как раз White Cat разогрелся, сейчас они, по идее, забирают вторую свою карту. По идее. Да, скорее всего. Но это не без боя будет. Тут в любом случае корейцы покажут еще. Мне тоже так кажется. Есть подозрение, что ДТ-2 даже проще собрать, чем это. Ну, сейчас увидим, на самом деле. Мне что-то кажется, что ни у той, ни у другой команды прям бесплатной карты ни одной не будет. Вот прям бесплатной. That we haven't seen in the first few picks. We haven't seen an aim map yet. This is going to be the first one. Yeah, this is definitely again back to that consistent skill set that Germany looks for. Впервые на турике играется эта карта. Надо чекать, насколько хорошо она идет у людей. Кстати, DT4 внезапно все любят пикать. Она выглядит как относительно простая. Это Lazy Baby DT4 или какая там? Которая с альтернейтом и слайдерами. Да, я не знаю, как там. Я не знаю, я не знаю. Ее пикали в США? Да, пикали. Значит, у них на 2 ФК она сыграна. Да, у США очень жесткий скор там. И третий под ФК. Да, это пиздец. Она не настолько простая, чтобы столько фулл комбо делать. Она напряженная, но короткая. Так, ну вот это пока выглядит довольно... Дженерик, да, это дженерик ДТшка пока. Кархер миснул на трещотке. Алегриссимо. Ну, тут ожидаемо, в принципе. Хотя, еще не все потеряно. Да, конечно, не все потеряно, абсолютно. Это начало карты. Еще она длинная достаточно. Ну не, что-то все уже там посыпались ребятам. 3 ФК на одно осталось. Ну это прям идеально под Германию карта ложится, на самом деле. Вот я только недавно сказал про бесплатные пики, походу это один из них. Для Германии. Да, скорее у корейцев не пошло. Но это ДТшная АИМ, типа с высоким БПМ. Прям пахнет Германией от этого пиком. Да. Тяжело немцев победить на ней. Спрашивают, что было если... Что там про флайнг-тун? Как думаешь, если бы флайнг-туна в составе, сейчас их перформанс было бы лучше? Да, конечно, лучше, если бы флайнг-туна там играл вместо этого Какаро. Это был бы пиздец развал. Да. Кстати, тем временем мяснули все, кроме одного человека. Да. White тащит свою тему. Корейцам не хватает здесь флайнг-туна и кукизи, и тогда бы они вообще ни одной карты не проиграли за турнир. Ну, кстати. Да, конечно. Ну, если так говорить, знаешь, вон в OWC у США тоже нет. И Итки тоже половка. Ну, Итки-то вообще в игру не заходил 100 лет уже. Это даже не полу-АФК, а уже прям... Конкретно. Уже прям пенсия конкретная, самая настоящая. Привет, Фишин. Да понятно, что он стримит, но чекайте, что он там играет. White Cat красава забирает еще карту. Кто стримит, Итки, что ли? Да, он иногда подрубает дос стрима. And that is securing a 500,000 plus score victory for Team Germany, the only FC in the lobby, and this match is back to even. It's the strat here for Germany. White Cat, go. And White Cat went. разогрелся, свое разъебал. Но мод 1, я еще думаю, Германии хорошо зайдет сейчас. Ну вот, Хиден или No Mod? Да, или Hidden, да. Not much more to be said about a map like that. It was never in doubt because Germany had that FC in their back pocket. Такие приветы. Could not match it. But it's 2-2. It's kind of a new match, right? You get a couple of early break points, and now we go right back to square one. A few maps missing from the pool, perhaps the only difference there.
Что пикать Кореи? Hidden 2, я думаю, можно пикнуть Кореи. Ну вот, смотря как они играют в Hidden 2. На мод 4 можно пикнуть Кореи. Но мод 4, я думаю, вообще фри будет. Не факт, что. Хардроки я бы не стал трогать. Фри мод 3 тоже, я думаю, тоже нормально будет пик. Да в фримод 3 нужно в кучу хардроков закрывать или иметь ебанутых этих. Ну да, это как раз под Корею. Они это на модом бахнут, я думаю. Yeah, I'm interested to actually see what South Korea decides to go with now. They do go for the free mod 3. This is, you know. Ну, правильно, наверное. Если я не знаю, насколько у них челы на мод это жарят. Я думаю, правильно, в принципе. Ну, можно было на мод 4 еще, ну. Чё, еще много карт играть, поэтому По ощущениям, одна из самых сложных карт на ФК. Super precision oriented, you know, hard rock frame mods, but also Юрюк вроде сыграл 1800 или что-то такое. Не 800. Нет, Кзути и Малежевский оба взяли ХДХР и бахнули ее на 800. Это пиздец. Это абсолютно пиздец. Я не думаю, что мы такое увидим еще раз. Тем временем у Канады играли все с ХР, а у Польши было два ноmoда, и Польша проиграла с номодами своими. Интересно, как здесь чуваки расставятся. Мне кажется, у Германии будет 3 хардрока тоже, а у Кореи будет 2 номода. Какаро, блядь! Какаро зашел? Какаро на ноумода еще поездит. Кстати, с такой тряской вообще. Не надо ему хиден давать, пусть ноумод играет. Чем с ХДХР покажет, чем надо делать на этой карте. Чё, Криллер хиден, Вайткет реально может ноумодом играть. Смарти с Шарком, с хардроком ебанут. Какое удаление опухоль Куки ездит? Что там ему удалили, я боюсь себе представить. Он себе что-то в руке удалил, да. Жесть. Из этого играть не может. Поясни, как банят ПЖ. Кого банят? Карта или что? Маме Какаро написал 5 в 3. Ебать, он троллит. Ой. Он знает, ему реально хиден дали. Бля. Видимо, угорать просто с него дали. Хотя, может, он сейчас покажет уровень. Ну, это гениальная страта, по-моему. Что-то, мне кажется, зря он вышел, и лучше бы они это... Кстати, Криллер с ХР, а Шарк с хидном. Это, кстати, уникально. Два номода у Кореи. Что-то не верится в Корею на этой карте, если честно. Да не, нормально. Нормально играть можно. Смарти там много мисает, с другой стороны. И... А Мамия Какаро держит. А у Шарка что опять с аккураси? Он вообще на чем играет? Он типа ногами, что ли? Но он на хидене играет. Он вообще не понимает, как хиден играть. Это даже Мамия Какаро играет с хиденом. Они реально каких-то рофлеров выпустили, типа, и на хидены. Ну да. Шарк хотел комбо держит, а тот аккураси держит. Они вот друг друга стоят. Ладно, Шарк тоже комбо не держит. Каркер на пиджаке миснул. Это плохо очень. Вайкет мисает, Криллер мисает. Опа, босс Хейр остался. Но модом. Ты же понимаешь, насколько, кстати, Натор скилловая? На СС идет там. Ебать, на СС! Но эту карту, очевидно, с Хейр играть проще, чем с любым другим модом. Ну, я думаю, если лютый задрот R8, ну, модом нормально играет. Ну, может быть. Ну, это нужно прям... Много потратить надо, да. Ну, это задротом надо быть именно. Лоэр.
Алло, ну что зависает? Я хочу на отца посмотреть. Что он так ебет? Ну поэтому и пикнули, походу. Типа один чувак затащит. Ну да. Ну, тем временем Карчер вроде тоже набрал. Немножко. Что там у Шарка? У Шарка до сих пор 80. У Шарка, да, все очень плохо. Смартим сайт. Вайткет набирает камбу, кстати. Ну, Вайткет с Карчером одной камбы. Криллер с Шарком тоже одной камбы. Он не слил СС. Он слил СС. Блять, какой он эти паттерны вводит? Б, да зови, это больной человек. Охренеть, какая неудобная карта. There goes Shark again alongside Smarty, and it's just continuous breaks. Его еще трясет. Ой, миснул. Его затрясло, он вообще обосрался. Он, видимо, знал сейчас хардкарт. Не забей, с хардроком это играть 400 раз проще. Да, да. Yeah, that's a heck of a play. It looked like a little shake and perhaps a little bit of miss-aim on that overlapping stream, but... Но он красава, засолил карту для своей команды. Батя играет. Что-то я помню, в начале турнира на него мошнили, что он типа какой-то подозрительный, что-то такое было, помнишь? Да, да. Не повторится ли история с Фей? Ну сейчас мошнить будут. Не, Германия мошнить не будет. Играли бы Корея сейчас против других пары стран. Мошна бы в любом случае началась. Так, ну Карчер, Карчер говорил, вот. Worst Hair просто отец, 99-15. Ебать, он ему там вообще похуй. Закрыл. Изи закрыл, да. Так, Шарк смог 90 набрать? Не смог. Ничего, ничего. Он мне, как я думаю, счастлив. Outstanding from Worst HR player. Understandably, on the no mod, you want one of your better players at this skill set and, you know, kind of this approach rating. Pretty comfortable for Worst HR player. Карчер написал: Шарк, я тебя почувствовал. И типа, сам 99 хэр набрал, а Шарк набрал 89. Best score on Germany coming out. Whitecap Что за хуйня? 435k from Kriller on hard rock as well. Looking pretty decent, just with a couple more breaks than we saw out of Karcher to. Да с Хидном эту залупу играть, это врагу не посоветуешь. That is pretty comfortable South Korea point on their own pick. Germany now going to look to respond to that. You know, we have gotten rid of the kind of break point fluke at the beginning of the match there for both teams, one in and one out. And now Germany going to be looking for their third point on the board to continue contesting South Korea on this finals pool. Again, there's so much left here that both teams can choose from. We have yet to touch the Hard Rock pool. There's still the Nomad Tech map up. There's still plenty of the DT pool, half of that remaining. Так, ну сейчас будет, я думаю, Номод 1, либо Hidden 1, либо Фримод 1. Фримод 1 тоже как вариант могут взять. DT2 взяли. Да тоже нормально. У них еще есть DT2 поиграть. У них дохрена карт. DT4 как штаты, они не хотят развалить? Не смогут. Там у штатов лучший скор, наверное, во вселенной. Что там, карта ёбнутая вообще? Ну не ёбнутая, но обосрешься. Именно на ФК обосрешься. 600 тысяч можно набрать, но ФКшнуть это нужно... Кто-то в чату с лайва написал I love my Karcher vacuum cleaner. Походу кто-то шарит за мемом. Vacuum cleaner. This one higher BPM goes up to 230, so 20 BPM higher than the Nomad 2. Very, very difficult patterning in this. I feel, you know, some of the aim components of it a little trickier than some of you. Ну, кстати, у Кореи есть шанс это вжать. Also the ending, very, very hard. Но у других команд, кто там вчера играл, господи, Польша с Канадой, да? У них ебанутые скоры на этой карте были. Что у тех, да. Сейчас почекаем.
on another tapping focus pick, it would be a pretty remarkable showing. But I think this one maybe favored a little more toward Germany. Зайлис ФКшнул эту карту. Ну, там все остальные скоро. Рюк и Кертис набрал 900к, набрали. Да. У Польши Бартек норм, Мальжевский мисснул на 700. Ну, слушай, нормально, да, сыграли реально оба команды. Тут я тоже думаю, обе сыграют нормально. Ну, сейчас посмотрим. Особенно Германия. Могут. Ну, тут БПМ с другой стороны не это уже трясет что-то. Так, ладно, он походу хват менял или что? Не, его потряхивает. Ну, там Турисин первый дропает. У Переси очень плохая аккуратность, ему, видимо, некомфортно играть. Вайткет миснул. Да, Вайткет миснул. Зейсон начал курсор денсить, ты чё, еблан? Ладно, руинер на Корее появился еще один, походу. Он миснул, начал курсор денсить, проебал стрим весь. Давай еще по денси тогда, чё? Так, Пересия. Что Корея фигово, да. Только пылесос нормально играет карту. Пылесос один вышел поиграть. Но этого не хватит, к сожалению. Курсор денсить начал Зейсон. После миса. Ну смотри, если сейчас оба затрясутся, аймбот и резинки затрясутся сейчас на паузе, то пылесос их может закрыть. Не, Райзинг что вообще не трясется ему до пизды. А вот Аймбот, кстати. Райзинг, давай. Обсерыч. Дай шанс пылесосу поиграть. Опа-на! Ой, собраться. Карт сложно очень. А чё Карчер-то без комбы? А куда комба делась? Пеппи забрал, что А ли? куда комба пропала? Алло! Пеппи своровал комбо? Куда комба делась? А он не мисал! Вау. Вау, Пеппи вообще, конечно. Это... Алло! Вот сейчас он миснул. Вайткет продержал. Да, в итоге не хватило. Пеппи просто взял, своровал комбу. А это еще нормально? Вот что у него с клиентом-то как хуйня происходит? Может он починит перед тем, как лазер сделать? И да, ему насрать вообще. Жаль, что Пересия сыграл отвратно. Так бы у них все шансы были. Well, tapping gone, at least for some higher BPM Ну так, 3-3. here. Germany maybe gonna have to start to look О, хорошо. Походу сейчас будут играть вообще все карты в поле. И вот страшно за Корею на хардроках на самом деле. Я думаю, все три может забрать Германия. Но Мод-1 тоже за немцами, скорее всего. ДТ4 ХЗ, Мод-1 тоже, скорее всего, за немцами. Слушай, что-то папа-что попахивает это. Плохо пахнет пока что для Кореи. Давай это дело, что плохо пахнет. Ну, надо Hidden 2 брать корейцам. О, взяли. Молодцы. Сложная карта на ФК. This is kind of pretty similar in terms of what we saw to something like their opening pick on Hidden 3, funny enough, where there's just these kind of cut patterns on here. A little bit more tech-oriented on this one, a little bit shorter, but cut style, you know, really dense aim hidden is really the patterns that we're looking for on this one. And I think if Worst HR player has maintained the consistency from the first hidden pick, they'll do very well for themselves on this.
Нет! 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 Нет, пожалуйста! Это может быть ошибкой. Это же пиздец. Хотя там тоже Шарк играет, почему-то это тоже непонятно. Ну хотя Шарк на Хидане 3 набрал много комбы хотя бы, несмотря на свои 88. Типа, а Мама это вообще не может. Да не, пылесос пока на игрока года не тянет, конечно, но на достойного представителя OWC тянет. Ну, игрок года, по-моему, очевиден, там Лежевский. Даже близко никто не подходит к нему. You don't think of Okinamo and Shark as much as tech players. Kriller and Whitecat probably will be fine, but I think as far as a four-man squad goes, South Korea. Может, сейчас ММЕ Кукуруза одну карту игроком года станет. Жди! Это ж как его трясти будет в конце. Да ну его увезут потом на скорой после этой карты, если он тут комбы нахолдит. Да, ему лучше не стоит колдить. He has looked extremely good in this match, but on the side of Germany, you do have the good old classic Kriller Okinamo combo on a hidden flow aim map, which is pretty scary as well. Okinamo has kind of been revered over Блять, он уже начал. Maps, and Kriller being one of the biggest carries on the German team is also very good at it. It's going to be worst HR player and Amamiya Kokoro to find breaks for South Korea. Right at the starting of this map here. Nope, KJK. Челы из Германии собрались, что ли? Алло, мешаете? Вы против Амамии Кокоро играете. Looking a little bit more comfortable through these sliders and these quick bursts here. Kriller's gonna drop his SS. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну так-то нет, 2 на 1 остались. Вайт, серьез, пора руинить. Окинама тоже надо уже прекратить комбить это. Has his hands full trying to maintain any sort of stability for South Korea's score. It's gonna need to be a break out of one of those full combos on Germany's side if South Korea wants a chance at a comeback, unless the others just completely fall apart. 100,000 point lead to the side of the Germans. This would be a pretty big break point because this makes some other picks kind of scary going forward. It's all gonna come down to how long Whitecat Okinamo can hold the double FC. Okinamo hold it. FC over on South Korea's side. Not a lot of breaks there, else just Shark having a little bit of trouble with both. Okinamo, давай завязывай, хватит. That's a 100k lead, sitting basically still. Okinamo, хватит. Блять, неплохо с геймплеем Мами и Кокоро. Не, он холдит. Все, не холдит. Окинама миснул тоже. Окинама миснул, но Whitecat Криллер набрал Форсхэр. Не хватает все равно, Whitecat миснул. Whitecat миснул, Крак миснул. Ну все. Или Криллер против Форсхэр. Скорт один. Выиграли, походу. Алло, тихо. Форсхэр и... Алло, блять, хватит, Мами и Кокоро, не миссай. Как так близко? Блять. Нет, на победу нету. Ебать, как близко было. Так, надо срочно определить, кто забыл. А Мамия Кокоро 600 тысяч. Мамия Кокоро лучше всех эту карту сыграл в своей команде почти. Красава, мужик. Шарк 0 комбо, 0 скоро точнее. Ну да. Ну, кстати, сильные скоро у всех достаточно. 600 тысяч почти. 600 тысяч плюс, считаю, за рага. 500 плюс все почти. Да. Ну, как Корич норм так сыграл, на самом деле. Красава. 800 комбы. Так, ну проблема в том, что карты заканчиваются, которые брать можно против Германии. А у Германии это как раз таки вообще дохуя просто вариантов. Но мод 1, хиден 1, все хайры. Но, ты понимаешь, Вайтсерет нервничает, он не покажет хиден 1. Они сейчас фримод 1 возьмут. Реально. У них же еще коллаба аватарок Джоджо, и там карта Джоджо, им надо, ну как бы, зарядиться морально. С другой стороны, фримод самая простая карта в пуле, вот этот первый.
Ну да, и Германия, как бы, у них проблем обычно нет на простых картах как раз. Ну, Корея тоже. Ну, Германия... Мне кажется, джампы. У них самый джамповый состав, им надо просто джампы взять, попробовать. Ну, фримот 1, так там джампы же есть. Я бы номод 1 ебанул, хуй его знает. Ну, сейчас увидим, что они решат. Че, в чате срутся, кто лучше пылесос или Вайт срет? Ну вон, номод 1 взяли реально. Но Whitecat пока не выдал еще. Он вообще не самый хуевый перформанс выдает из всех выдается. Да. Ну, он на какой-то карте втащил, я правда забыл, на мод 3 что ли, или что-то на какой-то карте он на мод втащил. 3 втащил. Да, Но ты же понимаешь, там не ФК. А, нет, он на DT1 втащил, да. Ну, на мод 3 тоже. Completely new area of the pool that we haven't really had a glimpse of outside of the DT1, and that sits at AR 10.3, which I would argue is a very different skill set from a Так, no-mod ну, 1, эта карта на самом деле самая простая в пуле, наверное. Это просто карта БНД. Но она кажется простой, но попадать все равно надо. Тут, знаешь, в предыдущих матчах ее умудрялись покажать там Ксутинатор, Молежевский. Вот такие игроки, все остальные лежали. Ну, джампа составов как-то мало. Бадео ее фкшнул, Тами почти фкшнул ее. У Бадео в команде все легли, кстати, на ней. Да. У Тами в команде тоже все легли на ней. Но там понятно, там против Израиля все лежат на номод 1. Да, тоже верно. Я думаю, тут, ну... Whitecat фкшнет, Криллер, наверное, может. А че Смарти не выпускает вместо Неокса? А где этот, как его зовут? Шарк, который джамп играет всю жизнь. Да он всю жизнь джамп играет. Мне кажется, надо было Смарти сюда выпускать. Хуй его знает. Дай смотреть. Ну, видимо, не жмет нихуя. Там доезжать не надо. Ну, видимо, не синглтапит даже. Он не аимит. То Смарти, он... Пишут, Шарк стримаки воет, он не аимит. А еще я вижу все им по линке, там все на мод 1 скажешь. Ну ладно, похуй. Ну, про Шарки хз, а вот Смарти это точно аимер. Nomad 2 DT2 players now Да, in for Nomad 1. Interesting. Okinamo just missed the first note of the map. That might have just been the find though. I'm not gonna. Неокс уже мисает. I'm looking at knack drop too, man. Да что, начало вообще расстарать. Yeah, that was alright. Yeah, Okinamo not paying attention. What's Germany's roster for this? I don't understand. I mean, Krill or Whitecat, fine. But, like, I don't really know that I understand the rest of their roster for this. Meanwhile, Korea's got their normal squad, right? Worst HR player Karcher, and they're joined by Parisi and Alagrissimo. This German roster makes no sense to me for an aim map, not gonna lie. I'm okay with this just because I think Neox is a DT aim player. And I think that, you know, while Okinamo might not be the typical Nomad 1 player you think of, Okinamo does have more OWC experience than anybody in this lobby right now. And I wonder if that kind of comfortable spot from being so seasoned in OWC matches will help his consistency, because he's just not going to get nervous like some players will. Как отъел. Maybe that's what they're counting on right now, is that kind of like да, скорее всего, и есть отъел. У них у единственных аим состав есть вообще. 3 breaks out of South Korea at the beginning of the Nomad 1 right now. И это еще значит, что Hidden 1 и Hard Rock 1 они тоже разъебут. И Фримот 1, наверное, разъебут. Похоже, очень карта. Все эти. Да. Этого хватит, чтобы выиграть матч, кстати. Все, это они будут пикать до конца. Все остальное будет пикать Корея. На Кинамо Мисс первый из Германии. Veteran performance from Okinamo, well, we'll see how it pans out the rest of the way. He's the only player to have a real big miss, but Whitecat... Да, Кархера, конечно, не хватает на этой карте. С фулл комбо. Чтобы хоть какие-то шансы иметь. Так и не хватило бы даже его. Ну, может, мисснули бы. Не, ну, шансы есть, что мисснут все справа сейчас. Всегда. Ну, как бы, слабо верится. Ну, там хардпарк скоро будет.
Some good accuracy all around for the players remaining. White Cat inside. There goes White Cat for Germany. Worst HR players combo is going to start to become a little more effective. Кстати, комбо тоже есть. Backed up by Parisia, close to FCing. Так если Нёк с Криллером обосрутся, то best he can right now. It's enough to keep Germany in the там реально хватит. It's going to slow the score back down. Неокс обосрался уже. Так-то комбо сейчас будет переваливать на левую сторону. Скоро точнее. It's Kriller and Okinamo on an FC and a 550 combo against worst HR player on an FC, but Parisia and Karcher both with a near 1000 and a 700. Им хватит, если они все продержат. Now that's less than 200k coming into the last quarter of the map. Карчера уже затрясло, по-моему. Пересия не продержал. Криллер держит до сих пор. Но если Криллер не миссает, то выиграли. Да, о, Криллер миснул! Вот эти джампы, кстати, вообще ебейшие были. Да, тут самое сложное. Не успеют, походу. Успеют. Главное не миссать. Да, два типа миснули. Вайфкэт миснул. Ну еще, давай комбо немного. Все, хватило. Ебать! Ебать! Просто всю карту опережали Германия, и потом на последней секунде вырвали победу. Красавцы корейцы, ну это просто гениально. Это было очень близко. Это пиздец. Так, ну вот а теперь очень хорошая ситуация для Кореи. Потому что остался еще на мод 4, остался еще до Т4. Можно играть. And Parisia all pretty much matching up evenly with Okinamo, Neax, and White Cat. White Cat 500 тысяч, я представляю, у него бэтфилд. Кстати, есть такое ощущение, что Германия развалит США в лузерах. Конечно, развалит. Шансов нет, я думаю, что... Хотя, ну смотри, США забанят переделки все. Фримод 4 забанят, и мы... А, точно, там уже и пул новый. Но Германия хорошо лайтовый пул играет, поэтому... А что тебе конкретно в пиках и банах пояснить? Что тебя интересует? Конкретику скажи. Почему? Что забанят? Тайм-аут используют корейцы. Before they go into this next pick. Kind of a smart position if you're South Korea. This is, you know, not just any breakpoint that they can consolidate here. This is a consolidated breakpoint that could Что не так с Вайткетом, да просто день его, скорее всего. So, we're looking for a pretty big... Я больше скажу, на турике на этом у него перформанс, ну, не запредельный. Даже у Тами собрался на этой стадии, хотя весь турик безобразно играл. У кота не идет. Бывает такое, бывает, когда, ну, не твой день просто. Такое случается. Поэтому Малижевский лучший игрок в мире на туриках, потому что у него таких дней не бывает. Да, следующий матч будет США-Польша, но мы думаем, что США их развалит. Малижевский против 4 не справится. Тоже верно. Ничего не так долго думают, но мод 4 вы будете брать, я уже знаю, ребята, берите. Да сейчас придумают какую-нибудь хуйню. Да, но мод 4 они придумают сейчас. Но мод 4 надо придумывать, ребята. И Мамию Кокоро выпускать на него сразу. Кстати, да. Он развалит. Красавец. So the big question here, after their timeout, is what map it's going to be that they pick to try to get them to this match point. All three Hard Rocks still up, the Hidden one up, Fremont one up. Like, the options are interesting, to say the least. They're thin options, too. All things considered, you know, you mentioned, you know, a lot of these picks. Знаешь, что мне кажется, если корейцы сейчас выиграют, гранд-финал будет мега равный между этими двумя командами.
Так и сейчас игра довольно равная. Не, на более сложном пуле, мне кажется, у Германии больше шансов будет, но за счет того, что им придется 2 раза выигрывать, будет прям идеалка по балансу. Не знаю. Смотри, что они придумали. Hard Rock 3. А что там альтилка? Ну, альтилка, но это что значит, ММИ залетает на ХР? А, у тех имботкон вышел, но имботкон тоже нормально играл себе. А Вайтка-то нет. Райзинг зашел это играть. А, они синглом теперь решили это отыграть. Не знаю, что происходит. Корея гениальный пик делает, я не знаю. Чего мне кажется, это не гениальный пик. Что сказывает, что знаю. Это какой дисбаланс в составе? Дисбаланс в составе, это когда у тебя Киези играет в 2000 там бородатом, когда он ОВЦ выиграл. Такого не было больше. Ну и РТЮ затащил ОВЦ в свое время. Ведь и Череп до следующего года отдыхает, к сожалению. Жаль. А возможно и вообще больше не вернется, поэтому посмотрим еще. Yeah, the pressure is kind of all in Germany now. The break point to go up 5-3 is such a huge spot to be. Да, Россия вылетела уже, все. This is an interesting sort of pick because it doesn't really, it's again, something that doesn't really fit with what we've seen so far. I mean, you could, I guess, make the argument that it has some flow components similar to something like the Hidden 2 or the Hidden 3, but there's a lot of rhythm and a lot of quick snap aim in this one that isn't present in a lot of the other. Кстати, первый раз сыграют карту. A larger circle size hard rock as well, which is something. Ну, неудивительно, всего 2 игры было. Hard rock picks under CS5. This one is what, 3.9 or something like that. Да не, у США в Оксе раньше тащил пиздец. Сытки вместе. А остальных просто хватало 2 слота закрыть. Непобедимый Кокоро! Блять, они так долго думали, чтобы выпустить ММИ на хард-рок. Блядь, я что-то очень сомневаюсь в этом. Тут круги здоровые, Follon, тут круги здоровущие. Киурашки были против США, хуй его знает, США хуёво играли, на мой взгляд. And Germany, like you said, they'd have to win 3 points in a row from there just to force TB. So South Korea putting all the pressure on Germany, and they've looked good in situations like this so far. They did drop that one break point early. Давай, Кокоро, как никогда! Нужно разъебать эту помойку. Он покажет. А имбот миссает тем временем с райзингом. Worldfire плеер миссает. Частые миссы. Ой, моя, какая карта противнейшая. Карта реально какая-то... Мне не нравится она. Ой, здесь Сэм совсем не может. So, regardless of what breaks we've seen out of Germany so far, South Korea has traded them out. South Korea really wants to win this pick. It's rising to find a break as well. Germany, they're breaking just a little bit more often than South Korea. It's going to give about 100,000 score lead. This map is not long. Worst HR player, Brian. Забей, там Кукиези сел. Там Кукиези сел за компьютером Ами и Кокоро. Да, я вижу. Блядь. Ебать, его трясет. Вау, он ой, ё-моё, чуть не повезло, не повезло. Да, ну он, по-моему, переволновался вообще. Да не-не-не, не повезло, просто не прочитал. Не провел одну ноточку и все. Не, по-моему, вообще пизда, там плохо ему очень. Да, плохо, но попадает. Вайткэт мисснул тем временем, Криллер против Карчера 1 на 1. Криллер, обосрись! Кор вообще одинаковые, это уже какая карта подряд? Какая карта подряд настолько близкая?
It's gonna be enough. The accuracy on Kriller is not gonna be able to do enough against the good combo from worst HR player, and there's no backing score for Kriller. There's no way we're gonna see 2 FCs on this. Кукуро красавчик. 2 ФК на карте. Kriller with 2 absolutely exceptional FCs. Whitecat бэшка. Whitecat kind of doing more 2 по damage on that 350. accuracy than Бэшка, но при этом скоро. Ну Кукуро зарешал, ты посмотри, он обычно на 200 играет, а сейчас на 450. 500 игра пошла. Это пиздец. Скоро Whitecat начнет обгонять каждую карту стабильно. Кукуро, большой уважаемый. Топ-3 скор с бэшкой имел, кстати, на карте. Да. Будь у него нормака на ней, странно, что он не может такать ее, он же там что-то... Road of Resistance на 1 сотку играл с ХР, все такое. Не знаю, что он не может, такой БПМ довольно, мне кажется, легко для него должно быть. Тоже волнуется, видимо, ну и последний пик... Ой, ну не факт, что последний. Не факт, что последний. Пораспик Германии. Слушай, ну вот на месте Германии сейчас даже страшно пикать, но надо пробовать Hard Rock 2, я думаю. Либо Hard Rock 2, либо Hidden 1 пикать. Hidden 1 после проебанного на мода 1, я думаю, они не будут брать. Вот Hard Rock 2 У надо Whitecat попробовать. игра не идет. А чё Hard Rock 2? Ну выйдет Смарти, который... Реально надо Hard Rock 2, Hard Rock 1 пытаться играть. Смарти Криллер выйдут и подразъебут, наверное. Now they've flipped the Ну, script. Whitecat что-то сможет, It's наверное. 6-3 match points to them. Ну, если это будет не Hard Rock 2, то я тогда не знаю. Фримот 1, но Фримот 1 это 50 на 50 чисто, как монетка упадет. Hidden 1 есть шансы выиграть, но Hard Rock 1 тоже 50 на 50, как по мне. HR 2 все правильно пикнули. Ну, еще хотя бы самые интересные оставшиеся карты. Бля, успокойте Вайтсерёта, чтобы игра интереснее была. Да, надо, чтобы он потащил эту карту. Надо, чтобы Смарти разъебал, и Whitecat разъебал, и Криллер. И Шарк попытался. Шарк, наверное, опять будет лежать на 88. Все, увидим. Бля, ты прикинь, вот тебя трясет, и тебе пикают HR2. Whitecat. Ему нужно реально как-то его успокоить, поддержать ментально. Да, ничего не сделать уже. Во время матча нельзя успокоиться же, ты чё? Разве что только начать побеждать очень сильно, преимущество набрать, тогда да, успокоишься. Но когда уже последняя карта для тебя потенциально. Так, ну... Слева, кстати, вышел Зейса, но он сегодня тоже подруинивает сильно. Алегриссиум, по-моему, вообще не играл ни одну карту. Я что-то не помню, что он выходил на что-то. Играл. Хидом, по-моему, когда сыграл. То ли Бэнл Мод 2 играл, я не помню. Или это не он был? Не, но Мод 2 он не играл вроде. Но он точно выходил. Я с Follon смотрел. Germany have a lot to prove right now on this Hard Rock 2 to keep themselves in this. Ой, бля, хамуха. Go against South Korea on tiebreaker. Так, ну... Ну, смотрим. Для матчпоинта карта подходящая, на самом деле. Прям такая эпичная довольно. Очень сложная. Again, a long ways to go for Germany before we can hit that point. They went immediately back into a Hard Rock precision pick after just barely losing the Hard Rock. Я хочу, чтобы эту карту выиграла Германия. Я тоже. Going to find a bit of a misaim at the beginning here, but don't expect that to mean too much. This map has given the best players in this game extreme amounts of trouble just because of how easy it is to miss something on this. The spacing is crazy at this low BPM. Смарти, ну ты чё? Ну Whitecat! Slightly low BPM hidden 1 by Lucent translated into the Hard Rock pool. Early breaks come out from Smart. Тем временем на левой стороне пока Мясов один мисс был только. To try to stay in the winner's side of the grand finals after this, perhaps falling away. It's going to be South Korea taking the early lead. It's only about 50,000 points, but as we've seen from this match, 50,000 points can be all that it takes. You've got Karcher, Zaysa, and Allegrisimo on the Нихуя слева идут челы, ты посмотри на это. Они что-то
А чё они такие жесткие-то? Это что-то походу... Ой-ой, самое сложное место. Самое сложное место в карте началось. Реверс-джампы, стримы ублюдские. Ну, там один стрим был вот ублюдский очень. Джампики-то легкие довольно. Да, игра на криллере так-то. Ну, криллера трясет. Ну, там Алегриссимо не трясется вроде. Алегриссимо вообще на Криллер миснул. Это что, короли играют вообще? Что это за хуйня? Алегриссимо тоже миснул, кстати, еще шансы, наверное, нет, все, короче, с комбо. Ну это какая, ну что-то Корея очень сильная какая-то в этом году, прям. Я не ожидал, что настолько будет разъебалово. Я думал, свои карты Германия заберет. Это полный разъеб, если честно. Это сложный пул еще. О, Кархер писал. Да там шансов, по-моему, нет. Нет, 400к от комбочек нет шансов. Нет, все, комбо нет. Ну, это ГГ, это был интересный матч на самом деле. По-моему, Корея турик забирает этот по такому перформансу. Я готов уже поставить. Ну, намашнят сейчас в гранд-финале с пулом что-нибудь. Пикнут все карты 300 БПМ. Ну, смотри, что Германия не пыталась брать, на всем их выебали. Почти на всем. Типа, я даже хз. Как будто слабых сторон-то и нет почти. Ну только бёрсты. Ну да, они ДТшку вот проиграли одну. Странно, кстати, что Германия ТТ-2 не брала. Брала. ДТ-1 же брали. И ДТ-2 тоже. Да. Они только это и выиграли даже. Но если Мапул будет придерживаться своей логики про то, что типа карты на скорость только определенные карты, типа не все будут карты на скорость, то Корея выглядит очень сильно. ГГ. Это разъеб на самом деле. 7-3. Это очень сильный матч. Мне очень понравилось. И те хорошо играли. Жаль, что байткета не хватило. Походу тильт. Походу тильт работает. Тут не только байткета не хватило. Да много Такое кого. ощущение, что и у Криллера тоже игра не очень задалась. Не было от него прям... Ну ты посмотри, на этой карте Алегриссимо 700 тысяч играет. Да, Карчер 750. 1 мисс 99. И 2 по 500 вообще уверенных. Да. Такая сложная карта, как они такие вообще играют. Да. США бы проебали тут корейцам, при том, что у Тами ФК. Да я знаю, США бы отсосали на этом пуле. У Тами ФК на ней? У Тами ФКшну.